Такое цветочное панно может украсить ваш дом в праздник Пасхи. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. В основе панно будет картонная подложка. Нарисовала фигуру в виде буквы «С» высотой 38 см. Ширина фигуры 8,5 см. Чтобы создать объем цветочной композиции, основу делаю выпуклой. Для этого широкие полосы плотной бумаги сминаю и закрепляю с помощью ниток. Делаю 2 таких слоя мятой бумаги. Получившееся основание оборачиваю полоской ткани нейтрального цвета. Сизалевое волокно зеленого цвета в 2 оттенках распределяю поверх основы и приклеиваю его. Пользуюсь термопистолетом. Это волокно нужно для того, чтобы в готовой работе просветы между веточками и цветами были заполнены фактурными зелеными пятнами, напоминающими травку. В этом случае работа приобретает естественность и будет выглядеть более живой и натуральной. Можно, конечно, потом просветы заполнять и мелкими веточками, но тогда их будет нужно большее количество. Сильно торчащие нити сизали обрезаю ножницами. И пока основу откладываю в сторону. А сейчас буду делать корзинку. Взяла проволоку толщиной 1,5 мм, нарезала из нее 21 кусочек длиной по 15 см каждый. Вырезала 2 картонных одинаковых кружка диаметром 5,5 см. Один из них разделила на 21 часть. По меткам наклеиваю кусочки проволоки, направляя концы в центр кружка. Поверх наклеиваю второй картонный кружок и распрямляю кусочки проволоки. Джутовый шпагат толщиной 5 мм сначала наклеиваю в центр кружка, распределяя по спирали. Полностью закрываю картонный кружок. Чтобы начать плетение корзинки, внутрь нужно вставить какую-то круглую форму. Я взяла старый пластиковый елочный шар диаметром 8 см. Немного капнув клея, закрепляю в центр будущей корзинки. Шар не нужно заклеивать надежно, так как потом его нужно будет достать. И приступаю к плетению, каждый раз заводя шпагат через одну проволоку. Имейте в виду, чтобы плетение получилось, вертикальных проволочек должно быть нечетное количество, и тогда следующий ряд будет смещаться относительно нижнего в шахматном порядке. Дойдя примерно до середины шарика, вынимаю его и продолжаю плетение до высоты корзинки 7 см. После этого обрезаю концы проволочек, оставляя примерно по 1 сантиметру. И концы загибаю внутрь корзинки.
а конец шпагата просто подклеиваю внутрь. Ручку корзинки делаю из того же шпагата. Отрезаю примерно 1 метр, складываю пополам, а затем скручиваю. После этого шпагат начнет скручиваться между собой в веревку. Обрезаю лишнее и приклеиваю в виде ручки с внешней стороны корзинки. Получилось вот так. Теперь корзинку наклеиваю на основание. Так как корзинка немного болтается, дополнительно закрепила ее кусочком проволоки. Теперь подготовлю декоративные яйца. Взяла 2 размеров – 5,5 и 3,5 см. Они сделаны из пенопласта, поэтому я их сначала грунтую обычной акриловой краской белого цвета. Для удобства пользуюсь зубочистками. Когда белая краска высохла, на поверхности всех яиц разбрызгиваю черную акриловую краску, слегка разведенную водой. Делаю это жесткой кисточкой. И опять нужно дождаться, пока высохнет краска. В стакане с водой развожу акриловую краску фиолетового цвета и окрашиваю примерно половину яиц. А вторую половину окрашиваю шоколадным цветом и таким же способом. Кроме яиц, в композиции будут разные искусственные веточки и цветы. Не все здесь я использовала, например, эта веточка мне не понадобилась. Ссылки, где покупала некоторые материалы, я оставлю под видео в описании. Сначала распределяю яйца крупных размеров. В общем, делаю как принято. Сначала большие элементы, а затем перехожу на более мелкие.
Получилось вот так. С обратной стороны закрепляю веревочку-подвес. Делаю веревочку длинной, чтобы потом можно было регулировать наклон панно, сдвигая его вправо или влево. 3 больших яйца я оформлю в виде подвесок. На верхушку каждого яйца приклеиваю шпагат и цветочек в виде шапочки. И получившиеся подвески закрепляю на панно. Концы шпагата просто приклеиваю с обратной стороны панно. Не знаю, принято ли у вас, но я люблю украшать свой дом к таким светлым праздникам, как Пасха. Если понравилось, можете поддержать меня лайком и написать несколько слов. Это поможет в продвижении ролика и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.